Сегодня поговорим с вами про Францию. Что у них там происходит и кто будет следующим президентом после Эммануэля Макрона, завершающего свой срок в следующем году. Выборы там пройдут весной. И вот несколько дней назад гонка дополнительно актуализировалась. В нее ворвалась бессменная лидер французских ультраправых Марин Ле Пен, которой суд, хоть и не отменил приговор за нецелевое использование средств Европарламента, но тем не менее отдельно разрешил при этом участвовать в президентских выборах. У Ле Пен критические взгляды на европейское единство, поэтому про нее распространяется много всякого. Например, говорили, что она агент Путина. Впрочем, так о многих говорят. В Евросоюзе и так были евроскептики. Например, венгерский премьер Виктор Орбан со своим вечным вето на санкции. Теперь Орбан уже не у власти, зато Ле Пен со следующего года может стать президенткой Франции. Какие-то прогнозы сейчас сложно сделать и понять, что там реально происходит. Можно попробовать ориентироваться на полимаркет. Там люди деньги ставят на исход тех или иных событий, в том числе политических. Вот там люди дают 32% на то, что президенткой Франции после выборов станет Марин Ле Пен. Это немало, хотя и не так уж много. Сегодня посмотрим, кто может прийти на смену президенту Эммануэлю Макрону, который уже давно возглавляет крупнейшую страну Евросоюза и с окончанием срока которого уйдет целая эпоха. Будет ли это все-таки Ле Пен, которая метит в президентское кресло десятилетиями, или кто-нибудь другой? Прежде чем посмотрим обзор, скажу, что мы продолжаем вести рейтинг VPN-сервисов. Это часть нашего гайда по обходу блокировок. Так что, если хотите узнать, какой VPN хорошо работает именно с вашим провайдером, прямо сейчас переходите по ссылке в описании и посмотрите. Там обратите внимание на VPN Liberty, который традиционно является лидером нашего рейтинга. А спонсирует работу над гайдом сервис mCard. Он выпускает криптовалютные карты, которые работают за границей, как обычные. Эпоха Эммануэля Макрона подходит к концу. Ощущается она действительно долгой. Макрон стал президентом аж в далеком 2017-м. Во Франции президента избирают на 5 лет, и сроков предусмотрено 2. Макрон оба раза выиграл выборы, обойдя во вторых турах именно Марин Ле Пен, лидера ультраправой партии «Национальное объединение», которая уже много лет является самой такой заметной и, можно сказать, радикальной французской оппозицией. Все 9 лет правления легкой жизни во внутренней политике у Макрона не было. Созданная им фактически под себя партия просвещенных центристов с каждыми новыми парламентскими выборами теряла места. В первый срок он столкнулся с протестами желтых жилетов, во второй — с выступлениями против пенсионной реформы. Закон об этой реформе он проталкивал без одобрения парламента. Во французской конституции есть интересный пункт, который позволяет так сделать. Но все равно вышел скандал. А в последние годы Макрону пришлось сменить кучу премьер-министров, потому что те регулярно теряли доверие парламента. Зато в международной политике у Макрона все хорошо. Президент Франции важен и популярен. Из-за Брексита и избрания в США Дональда Трампа Макрон стал одним из главных лидеров Евросоюза, да и Запада в целом. А когда началось вторжение России в Украину, именно Макрон часами разговаривал с Путиным, убеждая того одуматься. Впрочем, популярности Макрона помогло и стабильное пребывание во главе страны, в то время как в Германии свой пост покинула Ангела Меркель, а в Британии премьеры и вовсе 5 раз сменились. Оттого и складывается ощущение, что к концу подходит целая эпоха, хотя длилась она 10 лет, что, в общем-то, для эпохи не так и много. На пост президента метит немало людей, и союзников Макрона, или хотя бы представителей центристского политического фланга, среди них не так уж и много. Зато много крайних, ультралевых или ультраправых. Главный претендент на избрание следующим президентом Франции — та самая Марин Ле Пен. Политическая наследница своего отца, Жана Мари Ле Пена, который некогда был иконой французской ультраправой политики. Марин Ле Пен, если сравнивать со временами правления ее отца, партию «Национальное объединение» изменила. Она поумерила риторику, отказалась от некоторых совсем непопулярных позиций, вроде борьбы с абортами, и в принципе создала партии более приемлемый облик. В общем-то, его и даже в центристские СМИ показать вполне можно. Сама она этот процесс называла дедемонизацией партии. Дошло до того, что она выгнала из партии собственного отца, после того, как тот в очередной раз начал публично задаваться вопросом, мол, действительно ли нацисты убивали евреев в газовых камерах? Но ключевой аспект, вокруг которого, собственно, строится программа национального объединения, Марин Ле Пен сохранила. Это борьба с миграцией во Францию и конкретно борьба с распространением ислама.
Несложно догадаться, что именно сейчас такие взгляды становятся все более популярными. Ле Пен уже трижды участвовала в президентских выборах. 2 последних раза проходила во второй тур, и в предстоящих выборах тоже собирается участвовать. Собиралась, но нарисовалась проблема. Ее обвинили в нецелевой трате денег. У ее партии «Национальное объединение» есть представительство в Европарламенте, и тот выдает депутатам бюджеты на финансирование аппарата. Так вот, появилось уголовное дело, согласно которому партия Ле Пен эти деньги потратила не на аппарат, а на саму себя. То есть на обычную политическую деятельность во Франции, никак с Европарламентом не связанную. В общем, Ле Пен и других депутатов осудили за растрату и запретили им куда-либо избираться следующие 5 лет. В такой ситуации резко потребовался новый кандидат, и такой нашелся. Еще в 2021 году формальным главой национального единства избрали Жордана Барделу, перспективного политика, которому только недавно исполнилось 30 лет. Он сам депутат Европарламента и готовился избираться в президенты, раз уж Ле Пен не пустили. Но не сложилось. 7 июля французский суд вынес вердикт: избираться в президенты ей все-таки можно. Как только пришло решение суда, Ле Пен прямо в тот же день объявила о начале кампании. Что интересно, суд ее дело пересмотрел, но не оправдал. Она по-прежнему официально виновата. Но срок ей скостили. Во-первых, 5-летний запрет куда-то избираться сократили до 15 месяцев, которые с изначального суда уже прошли. А во-вторых, предписанный ей домашний арест заменили на более мягкие условия. 3 года лишения свободы, из них последние 2 условно, а первый с электронным браслетом. Да, лидирующая кандидатка в президенты Франции будет вести предвыборную кампанию под надзором полиции, указывающей ей, где ей можно быть и когда. Естественно, нормальную избирательную кампанию не так-то просто провести в таких условиях. Поэтому Ле Пен уже обжаловала и новый вердикт. И пока будут рассматривать новую жалобу, браслет ей носить не надо. А если после обжалования маячок надеть все-таки заставят, Ле Пен собирается обратить это обстоятельство в свою пользу. Смотрите, мол, как меня боятся, аж вон кампанию полноценную вести не дают. Предстоящие президентские выборы будут уже 4-ми по счету для Марин Ле Пен. И примеры побед после многочисленных неудачных попыток вполне существуют. Например, буквально пару недель назад в Перу на президентских выборах с 4-й попытки подряд президентом избралась правая политик Кейко Фухимори, тоже, кстати, продолжительница отцовской политической династии. Так что рассчитывать на усталость избирателей от вечных кандидатов не стоит. Опросы показывают, что минимум во второй тур Ле Пен проходит гарантированно. За нее стабильно готовы голосовать до 35% французов. Это огромный отрыв от остальных потенциальных кандидатов, которые плотным рядом стоят с результатами от 0 до 20%. Но традиционно во Франции во втором туре большинство избирателей голосует против кандидата от крайне правых, если этот второй кандидат умеренный центрист. По большому счету, политическая судьба Франции и лично Марин Ле Пен зависит от того, кто станет ее оппонентом во втором туре. Сильная кандидатка в лице Марин Ле Пен, которая наверняка пройдет во второй тур, означает, что все остальные ведут борьбу за просто еще одно место во втором туре. Вполне логичная стратегия здесь заключается в том, чтобы запустить кампанию, даже не имея особой популярности, а дальше, например, хорошо провести дебаты и получить скачок поддержки в последний момент. Поэтому активно стремящихся стать главой ядерной европейской державы немало. Проблема, конечно, в том, что ровно также легко и навредить своему флангу, раздробив голоса и лишив своих кандидатов места во втором туре. Французская газета Le Monde несколько дней назад насчитала аж 32 кандидата в президенты, включая и официально объявивших об участии, и потенциальных. Начнем с тех немногих, кто метит в прямые наследника Эммануэля Макрона. Причем не только по президентской партии Возрождения, но и по коалиции. И тут у нас сразу 2 макроновских экс-премьер-министра – Габриэль Атталь и Эдуард Филипп. А еще экс-глава МВД Брюно Ретайо от партии республиканцев. Раньше она составляла правую половину двухпартийной системы во Франции. Однако избрание Макрона и параллельный рост национального объединения Ле Пен двухпартийную систему фактически раздробили. И теперь что коалиций, что флангов гораздо больше, чем хотелось бы центристским французам, когда на кону стоит вопрос о победе над ультраправыми. Среди этих кандидатов как раз и есть второй самый вероятный победитель выборов по тому самому полимаркету. Это Эдуард Филипп с 27% на победу. Атталь и Ретайо имеют по 2 и 3% на победу там. Что происходит у французов на левом фланге?
Опять же, в домакроновские времена левые были гораздо более консолидированы под флагом социалистической партии, но и она за последние десятилетия поддержку растеряла. Самый обсуждаемый потенциальный кандидат здесь – Франсуа Олланд, бывший президент, который в 2016-м пообещал больше никогда не избираться. Его тогда можно было понять. Пост свой он покинул с рейтингами в районе 4%. Впрочем, в 2024 году Олланд снова ворвался в большую политику, избравшись депутатом парламента. И теперь явно думает о триумфальном камбэке, и на президентский пост тоже. Его основная ставка на то, что внутренние разборки у социалистов, поиск кандидата и общее движение партии еще дальше влево сделают его, Олланда, снова привлекательным на контрасте. Дескать, умеренные левые должны вспомнить, дескать, был у них такой президент-социалист, и захотеть его вернуть. В вопросах Олланд пока набирает меньше 10%, что, впрочем, уже лучше, чем 10 лет назад. Также ходят разговоры о выдвижении депутата Европарламента Рафаэля Глюксмана. Тот в партии вообще не состоит, но возглавлял ее список на европейских выборах. И, что важнее, он популярен у избирателей, а это для нынешней социалистической партии качество редкое. Но кого из левых обсуждают больше всего, так это кандидата, способного создать наибольшую драму, если, конечно, пройдет во второй тур, Жана-Люка Меланшона. Меланшон смог добиться невероятного результата. У него такая же высокая непопулярность, как и у Ле Пен. Он представитель ультралевого крыла, выступает против миллиардеров и истеблишмента, а по вайбу настоящий радикал. Только за последние месяцы Меланшон успел угодить в пару скандалов. Во-первых, недавно во Франции все обсуждали смерть молодого ультраправого активиста в стычках с ультралевыми антифа. Все, естественно, убийство осудили, а Меланшон прямым текстом ничего не сказал. Очевидно, потому что, свои же. А во-вторых, Меланшон на митинге неаккуратно пошутил, мол, никто во Франции не называет Джеффри Эпштейна по имени правильно. Все говорят Эпстин на американский манер. А надо как есть, и в пример привел еврейскую фамилию Эйнштейн. К Меланшону сразу же появились вопросы, а на что это он такое намекает? Крепкую базу сторонников на своем фланге Меланшон кое-как сформировал, и они все за него горой. Зато вне собственной партии его практически никто не жалует. Тем не менее, крупная доля убежденных сторонников может привести его во второй тур, если остальные левые и центристы раздробят голоса. Тогда французам придется делать выбор между ультраправыми и ультралевыми, и этого сценария больше всего опасаются в Евросоюзе, а также и во французском бизнесе. Опросы, кстати, показывают, что ничего хорошего Меланшону выход во второй тур не сулит. Ле Пен обойдет его с еще большим отрывом, чем кандидата от центристов. В среде менее скандальных левых будут уже традиционные попытки объединить оппозицию. Но вряд ли из этого что-то получится. С ультраправой же стороны есть еще один потенциальный кандидат – Эрик Земмур. Земмур от Ле Пен и соратников отличается тем, что никакой дедемонизации и движения к центру не проводил и проводить не собирается. Земмур верит в конспирологию, в то, что мигрантов специально завозят для замены белого населения. Он рассуждает о войне цивилизации с исламом, борется с неким гей-лобби и прочими поборниками европейской морали. Собственно говоря, он прямо ругал Марин Ле Пен за то, что она предала ультраправую философию. Земмур избирался в президенты в 2022 и занял почетное 4-е место с 7% голосов. В этот раз он пока ни о каких своих планах насчет выборов не заявлял, но возможно все. Важно понимать, мы сейчас обсудили самых ярких кандидатов, и все они по опросам проигрывают Марин Ле Пен во втором туре. Однако не исключено, что нынешняя социология просто мираж. Ведь в прошлые разы ультраправые проходили во второй тур, и там проигрывали. Правда, процент у них рос. Первый раз противостояние неправого кандидата и Ле Пена, тогда еще отца, было в 2002. Ле Пен старший неожиданно для всех на волосок обошел социалиста и вышел во второй тур против президента Жака Ширака. Тогда вся страна испытала шок, а Ширак пошел по пути игнорирования проблемы, даже не стал дебатировать с Ле Пеном. И это сработало, Ширак набрал 80% голосов. Но то было 25 лет назад, и за это время по всей Европе, не только во Франции, ультраправые сильно выросли. В следующий раз Ле Пен, только теперь уже Марин Ле Пен, вышла во второй тур против Макрона и проиграла с 34% голосов.
Через 5 лет состоялся их рематч, и она получила уже 41%. В общем, наблюдается тренд, хотя никакой тренд ничего, конечно, не может гарантировать. До выборов еще немало времени, к самому голосованию число кандидатов не сильно, но подсократится, и, может быть, появится какой-то один приемлемый лидер, который сможет составить конкуренцию Ле Пен. В конце концов, сам Макрон в 2017 году в первом туре набрал всего четверть голосов, а в итоге продержался 10 лет, вопреки всем передрягам внутри страны. И долгое время оставался чуть ли не единственной стабильной частью французской политики. Посмотрим, что будет во Франции. До завтра.